Всем привет! Наконец-то мои руки дошли до продолжения серии видеороликов по Star Wars Battlefront. И в этом видеоролике мы рассмотрим вторую часть, которая вышла в 2005 году. Я рекомендую ознакомиться с первым видеороликом для полноты картины, потому что периодически я буду отсылаться на первую часть. Заваривайте чаечек, и мы продолжаем погружение в далекую-далекую галактику. В первую очередь хочется отметить геймплейные изменения, которые добавили во вторую часть. И начну я с того, что сразу же бросается в глаза, и то, что и ощущает игрок при заходе в игру. Мувмент персонажа. Всем бойцам добавили быстрый бег. Правда, по ощущениям он не сильно ускоряет передвижение, зато делает персонажа менее отзывчивым. Даже камеру во время бега прокрутить довольно сложно, словно крутишь башни танка. Но если где-то что-то добавили, то где-то что-то должны были убрать. И как бы не хотелось это признавать, но так и есть. Убрали возможность лежать. Больше нельзя ложиться, ползать и занимать интересные снайперские позиции. Не то чтобы эта механика была очень полезной, я ей часто пользовался в первой части, но тот факт, что ее убрали, все равно немножечко добавляет повод погрустить. Сложность искусственного интеллекта противника понизили. Если в прошлой части даже на среднем уровне сложности боты вражеской команды заставляли периодически нервничать игрока, то здесь даже максимальная сложность противников не ставит перед игроком никаких испытаний. Одной из самых интересных геймплейных механик стало добавление героев. Если раньше герои были просто за команду игрока и под управлением искусственного интеллекта, то теперь игрок сам может примерить роль джедая. Ну или просто героя типа как Хан Соло или там Боба Фетт. Теперь же игроку дают возможность сыграть за адепта силы. И сделаны они довольно хорошо с точки зрения баланса. Да, чтобы убить противника, достаточно 1-2 ударов, но здоровье героев постоянно снижается, а урон, который они получают, соразмерен урону обычных юнитов. У героев есть возможность хилиться, убивая врагов, но попав в окружение противников или долго их банально не встречая, вы рискуете умереть. Второй вишенкой на торте стало добавление космических сражений, и это просто шикарно. А самое главное, что это не просто тупой ДМ. Чтобы победить в космическом сражении, при условии, что вы играете не в сюжет, про него расскажу чуть позже, нужно получить 180 очков до того, как их получит соперник. Для получения очков можно уничтожать вражеские корабли, но за них дается не так много очков. Куда больше очков дается за уничтожение больших кораблей или частей крейсера. Причем у вражеского крейсера есть щит, который какое-то время защищает от урона его важной части. И щит можно сломать двумя способами. Просто хреначить обшивку крейсера или залететь во вражеский крейсер и устроить диверсию изнутри. При этом изнутри можно уничтожить не только генератор щита, но и систему жизнеобеспечения, систему охлаждения и управления орудием крейсера. После уничтожения или просто когда вам заблагорассудится, вы можете угнать любой тип корабля из вражеского ангара и летать дальше на нем. Управление в полете, на мой вкус, довольно комфортное. Единственное, поначалу я путался, где верх, где низ, но тут возникает немножко философский вопрос. А если у космоса верхняя и нижняя части? Что касается сюжета, то сюжет теперь не просто таскает игрока в хронологической последовательности по всем картам с одним режимом, как это было в первой части. Сюжет полностью посвящен 501-му легиону клонов, который во времена Империи стал кулаком Вейдера. И в каждой миссии перед игроком ставит конкретную цель. Что-то уничтожить, что-то забрать и эвакуироваться и так далее. Противники имеют бесконечные тикеты, чего не скажешь о команде игрока, поэтому просто отстрелять болванчиков не получится. Единственный минус сюжетной кампании с точки зрения геймплея – бесполезность союзников. Ваши союзники не будут бегать и выполнять миссию, они просто будут стрелять и умирать. С одной стороны, я понимаю, что это сделано в угоду тому, чтобы сам игрок двигал дальше сюжет, и игра не проходила себя сама. А с другой стороны, неприятный осадочек остается. Тут еще можно было бы порассуждать о каноничности происходящего, но я предлагаю закрыть на это глаза. Игра вышла в 2005 году, в то же время, что имеет ситхов. Хотя сам третий эпизод уже говорит о том, что на Утапау был 212, а на Кашейке 41, и 501 там нигде и не пахло. Но если опустить все эти нюансы, то игра представляет довольно неплохой набор миссий. Завоевания галактики очень сильно прокачали по сравнению с первой части. Я напомню, что в первой части просто были планеты, и игрок просто захватывал поочередно планеты, при этом противник абсолютно бездействовал. Теперь же есть карта галактики, на ней раскиданы планеты, и ход осуществляет не только игрок, но и искусственный интеллект. И получается, предоставляется полноценная небольшая стратегическая пошаговая игра. Есть общая карта галактики, на которой все планеты поделены на ваши и на планеты противника. Чтобы передвигаться по карте,
Представьте, нужен флот. Если вы или ваш соперник нападете на планету или на вражеский флот и проиграете, то флот будет уничтожен и нужно будет строить новый. Построить флот можно на любой захваченной планете за кредит, которые капают за каждое состоявшееся сражение. Кредиты тратятся не только на строительство нового флота, их можно потратить на приобретение юнитов. Да, поначалу доступны только стандартные штурмовики для наземных битв и пилоты для космических. Если хотите расширить разнообразие классов своей армии, купите новый класс. Также кредиты можно потратить на бонусы во время сражения. Наличие героя на вашей стороне, большая численность армии, повышенная броня, техника противника появляется сразу поломанная и тому подобное. За один бой можно выбрать только один бонус. В целом можно обойтись и без них, но с ними немножко попроще. Для игры в завоевание галактики представлено 4 фракции и 2 эпохи, и эпохи различаются по доступным планетам. Например, если выбрать эпоху войн клонов, играть за республику или сепаратистов, то для обороны и захвата предоставляются Geonosis и Камина, и недоступны становятся Ход и Эндор. А если выбрать времена Империи, то ситуация складывается наоборот. И мне, как игроку, немного обидно за то, что, выбирая что-то из этих двух, я что-то теряю. Мне хотелось бы поиграть за любую из фракций на каждой из этих планет. Но несмотря на это, режим завоевания галактики довольно интересный и вполне может затянуть на пару вечерков. А теперь вы мне, наверное, не поверите. Я и сам был очень сильно удивлен, но мультиплеер второго Battlefront живой. Ну, при смерти, но живой. Да, там играют 1,5 коллеги, но они в него играют, и любой игрок может присоединиться и поиграть вместе с ними. Давайте по порядку. Поскольку сервера рассчитаны на 64 человека, которые не могут набраться, сами понимаете почему, то пустые места заполняют боты. И это хорошо, потому что вы не бегаете на пустынных картах. Но есть нюанс. И нюанс этот в виде пинга. У меня пинг был около 200, из-за чего от игры я получал не самый положительный опыт. Мало того, что другие игроки оказались сильнее меня, так еще и у меня часто не регал попадание по противнику, или же наоборот, я умирал, когда в меня ничего не прилетало. Кстати, еще можно зарубиться с друзьями через LAN, и тогда уже играется намного приятнее. В игре есть 19 карт железобетонных и 25 карандашиком. Почему карандашиком? Потому что это все космические карты, у которых меняется задний фон. Всего их 6. И я считаю, что честно будет считать их все за одну. Для игры в мультиплеере есть следующий режим. Захват флага. На карте есть один флаг, который пытаются захватить обе команды. Захват 2 флагов. У вашей команды и у вражеской есть флаги, и ваша цель защитить свой и перенести вражеский на свою базу. Завоевание. Ну, это обычное превосходство. Охота. Банальный ДМ, но с ограничением по юнитам. XL. Это просто массовый дезматч. Нападение. Все хорошие герои сражаются против всех плохих героев. Тоже своеобразный ДМ. Правда, есть небольшой нюансик, этот режим доступен только на карте Мос Эйсли. И последний режим – нападение. Да, тоже нападение, по крайней мере так было в Русификаторе, может быть в оригинале он назывался и по-другому. Это космические бои, где нужно уничтожить вражескую флотилию. Как сохранился второй Battlefront спустя 19 лет после выхода? Мне кажется, что прекрасно, играть в него все еще интересно. Да, графика устарела, но она все равно является довольно приятной. Да, мертвые товарищи падают за скриптованными анимациями, и, конечно, хотелось бы увидеть рэгдолл, но в целом и без него тоже играется замечательно, это скорее так, чисто моя хотелка. Но, несмотря на это, даже спустя такое большое время после его выхода, во второй Battlefront играть все так же интересно. А если накатить еще модов, получится конфетка просто, а не игра. Если вам понравился данный видеоролик, то ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. До встречи в новых видеороликах.